Путин внезапно прибыл на фронт, обращение к ВСУ и штаба войск, заявление о прорыве, потере территории и позиции, детали. Арест генералов РФ, удар по окружению Кремля, зачистка началась, что шьют? Улицы Москвы перекрыты, столица готовится к выходу десятков тысяч граждан. Для чего? Путину осталось 5 месяцев. Отставка президента. Кто уверен в скором уходе? Резонансное заявление и ставка. Дослушайте. Зеленского призвали одуматься, кто и почему. Украина объявила эвакуацию после прорыва границы и обыски в Германии по делу Монако. В розыске девушка с татуировкой змеи. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время прятков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 4 июля на календаре. Спасибо вам за поддержку и давайте начнем. Берлин и Киев готовят депортацию. Германия может помочь Украине вернуть сотни тысяч мужчин, которых Киев признал уклонистами. Украинская сторона совместно с властями ФРГ в рамках специальной рабочей группы уже прорабатывает закрытые механизмы принудительного возвращения на родину мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали из страны. Посол Украины в Германии Алексей Макеев подтвердил факт этих переговоров, однако отказался публично раскрывать конкретные схемы возвращения военнообязанных до завершения согласования всех юридических деталей. Напомню, ранее канцлер Мерц открыто заявлял о необходимости вернуть молодых украинцев на родину. И по данным официальной статистики, на сегодняшний день в Германии находится более 1 миллиона 300 тысяч украинских беженцев, среди которых числится как минимум 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет, подлежащих потенциальному призыву. Битва с депутатом после суда, сало и чеснок, а затем помидоротерапия. Накануне Высший антикоррупционный суд Украины назначил нардепу Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в 10 миллионов гривен, примерно 225 тысяч долларов. Его обвиняют в вымогательстве более 1 миллиона долларов за решение вопроса с колл-центрами. Сразу после заседания Тищенко вышел к журналистам и устроил настоящий спектакль. Он начал доставать из сумки лотки с салом и чесноком. И, по словам депутата, этот чеснок для всех коррупционеров. И коррупционеры получат чесночком по лбу. Немного позже набор продуктов Тищенко пополнился еще и помидорами. Депутата забросал томатами украинский ветеран и защитник Азовстали Виктор Лохно с позывным Лелека. Тот самый, который атаковал у здания суда экс-главу офиса президента Украины Ермака куриными яйцами. Тищенко уворачивался от помидоров и даже принял боевую стойку, чтобы сразиться с Лохно, однако не смог его догнать. Заходи. Заходи. Пошли со мной, Золото. Да? Давай. Засада и ликвидация американского пилота. Повстанцы открыли огонь ради кровавого послания Вашингтону. В индонезийской провинции Папуа сепаратисты совершили нападение на гражданский борт и убили американского пилота Николаса Гаселина ради политического шантажа. Сразу после приземления самолета в отдаленной деревне вооруженные боевики заблокировали взлетную полосу, заставили иностранца выйти из кабины и открыли огонь. Самолет после был сожжен. Пассажирам при этом дали уйти. Представитель боевиков из Национально-освободительной армии Западного Папуа позже заявил, что данное событие является жестким предупреждением властям Индонезии и США, игнорирующим коренные причины затяжного вооруженного конфликта в регионе. После дерзкого нападения регулярная армия немедленно открыла огонь на поражение по укреплениям повстанцев, чтобы вырвать погибшего американца из рук боевиков. В эпицентр столкновения под прикрытием боевых вертолетов экстренно десантировался элитный спецназ. Сегодня мы успешно эвакуировали тело покойного пилота капитана Николаса Гаселина, который был расстрелян вчера армией национального освобождения Западного Папуа, организации Свободного Папуа в округе Яхукима, точно в деревне Баленгама. Путину осталось 5 месяцев, и до конца года он потеряет власть. Эта тема сейчас одна из главных в западных медиа, а причина – загадочная ставка. На американской платформе предсказаний Polymarket некий пользователь сделал гигантскую ставку в размере 409 тысяч долларов на то, что Путин будет свергнут в ближайшие 5 месяцев, ну или же до конца декабря. Об этом пишет The Telegraph. Если это произойдет, а вероятность смены власти в РФ сейчас оценивается рынком всего в 12%,
Азартный игрок сорвет колоссальный куш в $2,5 миллиона. Помимо этого, игрок поставил еще и $60 тысяч на то, что ВСУ вернут контроль над Крымом к новогодней ночи. При этом The Telegraph пишет, что ставка появилась в непростое время, на фоне масштабных ударов Украины по РФ и 40-дневной операции Киева, говорится в публикации. Там также напоминают и последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, который принадлежит государству. Масло в огонь подливают и нарастающие слухи о новой волне мобилизации сразу после выборов в Госдуму. Цитирую. На этой неделе Российский государственный социологический центр ВЦИОМ зафиксировал, что рейтинг одобрения Путина падает самыми быстрыми темпами с момента начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Общественное доверие к российскому президенту снизилось на 3,4 процентных пункта за неделю, а рейтинг одобрения на 3,5 пункта. Это следует за месяцами сообщений о том, что популярность Путина среди населения резко упала с начала войны. Как считаете, кто рискнул поставить практически $500 000 на данное событие? Что-то знает или слишком много денег? Напишите свои варианты в комментариях. Сам же Путин внезапно прибыл в штаб войск. Кремль практически в ночь на 4 июля заявил, что Путин отправился на фронт, цитата, «в зону СВО», но без уточнений, куда именно. Где заявил, что ВСУ потеряли Константиновку, а также Луганскую область, и обратился к ВСУ. В заявлении прозвучало: чем больше украинская армия будет бить по инфраструктуре РФ, тем больше России придется делать зону безопасности. В заявлении Кремля говорится, что военные обратились к Путину, и именно они доложили о взятии города и прорыве на фронте. Помимо этого, Путин призвал готовиться к вторжению на территорию РФ. Противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми. Согласно данным украинской стороны, Константиновка не находится под полным контролем армии РФ. Кроме того, отмечу, что Путину докладывают о взятии Луганской области уже в 6-й раз за последние 4,5 года. В июле 22 года это сделал Шойгу, в июне 25-го Пасечник, назначенный Россией глава в Луганске, в августе 25-го о взятии региона заявил Герасимов. После еще раз войска РФ по заявлению Минобороны РФ полностью взяли Луганскую область в начале апреля 26-го, а уже 21 апреля, тоже 26-го года, Герасимов снова отчитался о взятии области, что в целом вызвало волну критики среди Z-сообщества из-за постоянных странных отчетов. Аресты генерала в России, в том числе и соратника Путина, удар по ближайшему окружению. Украина и Россия фактически синхронно объявили о том, кто будет отправлен за решетку. Киев начинает охоту за начальником Генштаба РФ Герасимовым, на которого уже открыто не одно уголовное дело. Его обвиняют в военных преступлениях и в последнем ударе по Киеву, и именно поэтому СБУ объявила на него охоту в рамках Уголовного кодекса Украины. Второй российский генерал, который также оказался под прицелом СБУ, это Сергей Кузовлев. Его считают виновным в ударах «Искандерами» по Краматорску Донецкой области в июне 23 года. И это тот самый генерал, который отчитывался Путину о взятии Купянска. В то же время в РФ не заочно, а уже отправили за решетку генерал-майора Александра Дембицкого за многомиллионные откаты от ЧВК «Ястреб». Следствие считает Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим. Известно, что высокопоставленного военного сдал следствию основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко, обвиняемый также в похищениях, расправах и массовом обмане солдат на выплатах. Чтобы смягчить свою участь, глава наемников заключил досудебное соглашение и признался, что заплатил генералу 4 миллиона рублей за незаконное право фактически рулить штурмовиками в Курской области. И по словам Марущенко, Дембицкий потребовал эти деньги на покупку недвижимости, а сама схема передачи отката выглядела как праздничный визит. Послушайте. Согласно признанию главы ЧВК, в конце декабря 2024 года он принес деньги в подарочной коробке в командный пункт, после чего генерал по
попросил его отвезти коробку в квартиру, в которой он живет в Москве. Господин Марущенко согласился и в январе 2025 года якобы передал наличные супруге господина Дембицкого, предварительно купив букет цветов и подготовив подарок от себя – 2 мельхиоровых подстаканника, которые нравились генералу. Зеленского призвали одуматься. Польша продолжает ждать адекватной реакции Банковой. Варшава связала евроинтеграцию Украины с историческими событиями. Невозможно стать членом ЕС без признания болезненных страниц прошлого, уверены польские политики. Глава МИД Сикорский призвал сделать правильный выбор героев. А министр обороны Владислав Косиняк-Камыш добавил, что настоящие союзники не должны сознательно причинять друг другу боль. В то же время Дональд Туск возложил личную ответственность за конфликт между странами на Зеленского. И по словам Туска, теперь именно Зеленский обязан сделать первый шаг и исправить свои ошибочные решения. Для меня одно из различий между Украиной и Россией заключается в том, что в России до сих пор почитают массового убийцу Ленина, и там ему стоят памятники, в то время как в Украине эти памятники убрали. Если бы в сегодняшней Германии стояли памятники Гиммлеру или Герингу, наши отношения с Германией были бы иными, нежели сейчас. Поэтому мы надеемся, что Украина покажет нам, что ее герои – это люди, в отношении которых мы все можем прийти к согласию, а не люди, которые будут нас разделять. Казахстан окончательно закрывает границы для экспорта топлива. На фоне проблем с бензином в России Астана намерена продлить действующий запрет на вывоз бензина, дистоплива и ряда нефтепродуктов за границу. Соответствующий проект приказа казахстанского Минэнерго уже вынесен на общественное обсуждение. Если документ примут, табу на экспорт продлят с ноября этого года до мая 27-го. В профильном министерстве говорят, что пошли на такие меры, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить энергетическую безопасность страны. Исключения предусмотрены только для гуманитарной помощи и поставок, одобренных правительством. Тем временем в Госдуме РФ заявляют о провале госуправления из-за топливного кризиса. Критика звучит от депутата Вячеслава Мархаева. В своем телеграме он задался вопросом, почему Россия, добывающая сотни миллионов тонн нефти, не может обеспечить топливом свой народ, продолжая экспортировать ресурсы на Запад и в НАТО. Мархаев назвал происходящее системной безответственностью и попыткой вернуть страну в 90-е. Он потребовал прокурорских проверок, реальных отставок и уголовных дел против чиновников. Пока власть не признает свои ошибки и просчеты, волнения будут нарастать. Нельзя допускать, чтобы народ платил за просчеты, а виноватые оставались в своих креслах. Приведенные вопросы и претензии – не сеяние паники, не истерия. Бездействие власти, попустительство, пустые обещания и некомпетентность – вот настоящая причина и основа хаоса в стране. Зона эвакуации расширяется. Людей призывают немедленно уезжать. Власти Харьковской области резко расширили зону обязательной эвакуации. В приграничных и прифронтовых районах региона Купянском, Богодуховском и Харьковском возможно обострение ситуации, заявили местные власти. Оставаться там опасно из-за частых обстрелов. Покинуть свои дома должны жители 60 населенных пунктов. Украинцев призывают не тянуть с отъездом. При этом власть обещает свою помощь и содействие волонтеров, правоохранителей и спасателей. Особое внимание уделяем семьям с детьми и маломобильным людям. Их будут доставлять в наши транзитные центры, где эвакуированные получат всю необходимую поддержку: продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь. Напомню, на этой неделе украинские медиа сообщили о прорыве границы армии РФ и инфильтрации военных России в населенный пункт Казачья Лопань. Иран в слезах. Накануне в Тегеране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В столицу прибыли около 100 иностранных делегаций, даже из Саудовской Аравии, у которой напряженные отношения с Ираном. Среди высокопоставленных гостей, приехавших лично проститься с Хаменеи, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, президенты Таджикистана и Ирака, премьер Армении Пашинян, зампред Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй. От России на похороны поехал Медведев. И по данным СМИ, иранские лидеры, в частности глава МИД Аракчи и спикер парламента Галибаф, рыдали у гроба покойного. Также иранские СМИ сообщили, что действующий верховный лидер страны Маджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах отца из-за угроз и слежки со стороны Израиля.
Девушка с татуировкой змеи. Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую считают главной подозреваемой в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали находящийся под санкциями украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще 2 человека. Согласно данным Интерпола, у разыскиваемой есть характерная татуировка на правой руке, предположительно в виде змеи. Также указывается, что она знает немецкий. По версии правоохранителей, после покушения Березовская бежала в Германию. Федеральное управление уголовной полиции Германии подтвердило, что в рамках расследования были проведены обыски в съемной квартире подозреваемой во Франкфурте, однако задержать ее не удалось. Следователи предупреждают, женщина может маскироваться под мужчину, быть вооруженной и действовать не одна. Тем временем в Украине возбудили дело по факту покушения на Ермолаева по статье «Законченное покушение на убийство 2 или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц по заказу». Улицы столицы перекрыты. Москва готовится к масштабным ограничениям. Вечером 4 июля одни из главных дорог будут закрыты для движения транспорта. В центре внимания десятки улиц, набережные и мосты. Первые запреты начнут действовать с 17:00, а после 8 вечера перекрытия охватят маршрут от Крылатского до центра столицы. Под ограничения попадут Краснопресненская, Смоленская и Бережковская набережные, улица 1905 года, улица Косыгина, Воробьевское шоссе и другие ключевые магистрали. Движения будут открывать только после прохождения колонны, поэтому водители предупредили о возможных серьезных затруднениях. А причиной масштабных ограничений станет Московский ночной велофестиваль. Организаторы ожидают до 50 тысяч участников. И напоследок о том, как можно зажигать. Американская бабушка-блогер устроила бунт в доме престарелых. 96-летняя пенсионерка получила письмо предупреждения от администрации гериатрического пансионата. Женщине пригрозили выселением, поскольку она устраивает у себя в комнате поздние шумные вечеринки с алкоголем. Лилиан, у которой в Инстаграме более 4 миллионов подписчиков, не растерялась и на камеру разорвала письмо, заявив, что она платит за проживание $12 тысяч в месяц. В итоге конфликт удалось уладить полюбовно. Лилиан разрешили и дальше принимать гостей допоздна, но запретили употреблять спиртное и угощать им своих друзей. Мои подруги сегодня вечером придут ко мне. Мы будем пить и сплетничать. Это не вечеринка, но мы все равно умеем как следует пошуметь. Ничего не могу с собой поделать. Я обожаю тусоваться. Меня не остановить. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите.